Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить праздничный закусочный рулет с сельдью, который я называю селедка в кафтане. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим буряк, которого нам понадобится 250 граммов. Я предпочитаю свеклу запекать, поэтому заворачиваю ее в фольгу и отправляю в духовку, где она будет запекаться до полной готовности. Но буряк также можно и просто отварить. Готовую свеклу достаем из духовки и оставляем до полного остывания. Одновременно со свеклой я запекаю небольшую морковку весом около 70 граммов, которую я потом буду использовать для декора. Если вы декорировать не будете, либо используете свой вариант декора, то можно обойтись и без морковки. Когда свекла остынет, очищаем ее и перекладываем в стакан для погружного блендера. Сюда же добавляем 1 столовую ложку любого растительного масла без запаха и 3 яйца. Вернее, нам сейчас понадобятся не целые яйца, а только желтки. Белки пока отставляем в сторону, они нам понадобятся попозже. Свеклу с маслом и желтками пробиваем погружным блендером до образования однородной массы. Если у вас погружного блендера нет, то свеклу можно натереть на самой мелкой терке и просто смешать с маслом и желтками. Свекольную массу перекладываем в глубокую миску и добавляем сюда же 80 граммов муки, которую я предварительно просеяла. Лопаткой перемешиваем свекольную основу с мукой до однородности. И отставляем пока в сторону. Сейчас самое время заняться белками, в которые прежде всего необходимо добавить половину чайной ложки соли, а затем взбить миксером до устойчивых пиков. Подчеркну, что здесь очень важно хорошо взбить белки так, чтобы они не выпадали из миски. В противном случае бисквит может не получиться. Если вы не уверены в том, что у вас получится хорошо взбить белки, то одновременно с мукой можно добавить немного разрыхлителя. Но я бы все-таки рекомендовала заморочиться с белками и хорошо их взбить. Взбитые белки в 2-3 этапа добавляем в свекольную основу и очень аккуратно, чтобы по максимуму сохранить воздушность белковой массы, вмешиваем их в тесто. В итоге должно получиться вот такое вот воздушное и не очень густое, буквально бисквитное тесто красивого свекольного цвета. Выкладываем готовое тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и аккуратно разравниваем лопаткой или кондитерским шпателем. А потом отправляем противень в уже разогретую до 180 градусов духовку, где свекольный бисквит будет выпекаться на протяжении 15 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и снимаем с противня. Затем накрываем бисквит еще одним листом пергамента и переворачиваем его дном вверх. А затем снимаем тот пергамент, на котором бисквит выпекался. Оставляем пока бисквит на столе, чтобы он слегка остыл. А когда это произойдет, берем 200-300 граммов любого сливочного сыра. Выкладываем его на свекольный бисквит и разравниваем по всей поверхности, стараясь, чтобы слой сыра получился более или менее равномерным. Теперь нам понадобится 2 филе слабосоленой сельди, которые необходимо разрезать вдоль пополам, чтобы получилось 4 длинные полоски. Выкладываем эти полоски по краю одной из длинных сторон бисквита. А затем берем любую горчицу в зернах, дижонскую или французскую, которой нам понадобится около 2-3 чайных ложек, и смазываем горчицей филе сельди. Я просто выдавливаю горчицу из упаковки одной полоской по всему филе. Также нам понадобится 30-40 граммов зеленого лука, который предварительно необходимо нарезать и которым нужно присыпать сверху поверхность всего свекольного бисквита. Сворачиваем бисквит рулетом, начиная с того края, где лежит филе сельди, стараясь, чтобы рулет получился максимально плотным. Получившийся рулет заворачиваем сначала в лист пергамента, а затем в пищевую пленку. Можно даже аккуратно несколько раз прокатать рулет по столу, чтобы уплотнить его еще больше. Отправляем готовый рулет в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы он хорошо охладился и стабилизировался. У меня рулет пролежал в холодильнике ночь, поэтому самое время разрезать его на порционные кусочки. Неровные края обрезаем
А затем нарезаем рулет на кусочки толщиной около 2 см и выкладываем их на презентационное блюдо. Теперь можно заняться декором. Берем запеченную ранее до готовности остывшую и очищенную морковь и выкладываем ее в стакан для погружного блендера. Слегка ее измельчаем с помощью того же погружного блендера, а потом берем 100 граммов плавленного или сливочного сыра. У меня плавленый с добавками в виде лосося и укропа. И добавляем сыр к морковке. Пробиваем сырно-морковную смесь погружным блендером до однородности. Получившийся крем отсаживаем на порционные кусочки закусочного рулета. И присыпаем его сверху предварительно отваренным вкрутую измельченным желтком. В завершении можно добавить по небольшой веточке укропа. По вкусу этот закусочный рулет очень напоминает классический салат «Сельдь под шубой». Что неудивительно, поскольку основные ингредиенты и там, и здесь используются одинаковые. Но вкус рулета получается более легким и изысканным. Более эффектным и праздничным получается и внешний вид закуски. Именно поэтому я этот рулет называю «сельдь в кафтане». Вроде как селедка в одежке, но в более благородной и нарядной. Как раз то, что нужно для любого праздничного стола. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!